Миллионер Алексей Романов всегда считал себя наблюдателем жизни со стороны. Его дни были расписаны по минутам: деловые встречи, переговоры, ужины в элитных ресторанах. Но однажды в кафе, куда он зашел по привычке, его внимание привлекла одна из сотрудниц компании, молодая женщина по имени Ирина. Ее движения были аккуратны, улыбка легкая, а взгляд такой, словно она замечала мир таким, каким он есть, без прикрас и показухи. Сначала Алексей просто наблюдал за ней издали, отмечая ее пунктуальность и трудолюбие. Но через несколько дней ему стало казаться, что Ирина несет в себе что-то необычное, что-то, что никак не укладывается в рутину офисной жизни. Любопытство взяло верх, и он решил следовать за ней после работы, тихо и незаметно. Он шел по знакомым улицам города, но его взгляд все время возвращался к Ирине. Она шла неспешно, словно не спеша домой, хотя на самом деле ее путь был совсем иным. Алексей не мог понять, куда она идет, и одновременно сердце его учащенно билось, словно предчувствуя что-то важное. Когда она повернула за угол старого дома на окраине, его глаза выхватили из темноты два маленьких силуэта — мальчиков, не старше 10 лет. Они сидели на грязной тротуарной плитке, замерзшие и голодные. Сердце Алексея сжалось. Он привык видеть мир через призму богатства и успеха. А тут, среди серых стен и мусора, стояла настоящая нужда. Ирина опустилась рядом с детьми, достала из сумки немного еды и воды. Она аккуратно разложила кусочки хлеба и фруктов, протягивая их мальчикам. Один из них сначала с опаской смотрел на нее, а потом осторожно взял еду. Другой, дрожа от холода, обнял ее руку, словно ища хоть каплю тепла. Алексей стоял в тени и наблюдал, как обычная сотрудница проявляет невероятное сострадание и заботу. Он понимал, что за этими скромными поступками скрывается что-то большее, чем просто доброта. Ирина тайно подкармливала детей, не рассказывая никому о своих поступках, без камер, без свидетелей, просто из желания помочь. Алексей почувствовал, как его привычная жизнь, полная роскоши и власти, внезапно кажется пустой по сравнению с простым актом человечности. На следующий день он позвал Ирину в свой кабинет, но теперь уже не для делового обсуждения. Его слова дрожали: «Я видел то, что вы делаете. Я хочу помочь». Ирина только тихо улыбнулась, слегка опустив глаза, но в ее улыбке была искренняя теплота и благодарность. Миллионер понял, что настоящая ценность не в деньгах и статусе, а в способности замечать чужую боль и действовать. Она показала ему, что истинная сила человека проявляется не в его богатстве, а в способности проявлять заботу, когда никто не смотрит. И в этот момент сердце Алексея действительно дрогнуло. Впервые он почувствовал, что богатство имеет смысл только тогда, когда им делятся с другими. С тех пор он начал помогать Ирине и детям тихо, без афиш и публичности, понимая, что настоящая щедрость — это не реклама, а искренний поступок. И каждый раз, наблюдая за ее заботой, он понимал: мир может быть жесток, но одно доброе сердце способно согреть даже самых забытых.